John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. Это Дедман. Нет, не Дедман. Да и Хартмен. Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал Vision News. И мы продолжаем проходить Death Stranding. И в этом воспоминании, которое сейчас показались, это был вот этот персонаж. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hартмен will help you get it done. Угу. Наконец-то Хартманом. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ну, давайте. Давайте сначала посмотрим, что у нас сделали роботы. Так, и что еще? Давайте, роботы, отправляйтесь. Пропустим этот момент. А можно мне обратно получить какие-то свои вещи, нет? Так, в личном хранилище, не говоришь, да? $14.38, 23, 30, 180. Нормально. Дробовик, ладно, пусть не будет здесь дробовика. Так, силовые перчатки, точно. Насколько у нас помещается? 5, по-моему, да, в этот? Я думаю, еще пару гранат. Я думаю, еще бронепластину. Я думаю, еще взять с собой вездеходный узел. Узел? Давай сейчас раскидаем, посмотрим, что из этого выйдет. В подсумке еще, интересно, есть место? Найди перчатки, штурмовую винтовку на стойку для инструментов. Авторазместить. Так, еще мы можем что-то еще взять. Я предлагаю сделать еще немного, изготовить снаряжение.
И я еще предлагаю забрать из личного хранилища то, что у нас сломано. И это отдать в переработку. Ну, пропустим. Пропустим. Посмотрим только, сколько всего получилось, да? Ну, не сказать, что прям супер много. Что-то нам еще надо или нет? Вот я не знаю. Штурмовая винтовка. В принципе, у нас есть. Ну, давай еще. Лестницу, ну, давай возьми. И якорный крюк. Я думаю, этого хватит пока что. Так, а мы взяли заказ или нет? Нет, конечно. Так, зимняя одежда. Ладно. Все дальнобойные, да? А вот 3-й уровень, я думаю, это хороший будет вариант. Нет, стоп. Можно погрузить в транспорт, пожалуйста? All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Давайте попробуем. Хартмен, в какую даль ты забрался? Так как бы к тебе приезжать-то теперь? Давайте попробуем. Если не получится, то снова отправимся в пешее. Предлагаю сдать назад. Попробовать другим путем. Где-нибудь здесь мы сможем вот подняться по вот этой стене? Надо к ней только добраться еще как-нибудь адекватно. Я сказал адекватно. Нормально, нормально вытягиваем. Было бы неплохо, если бы на машинке были, например, гусеницы. Да, мне кажется, так бы они
были более вездеходные. Ну, конечно, машинки Бриджеса, в принципе, достаточно и так вездеходные, но... Давай, все не могу никак... Он немножко буксует и проваливается частями. Надо аккуратно тут. На пониженной передаче было бы хорошо, но ее тут нет. Можно использовать ускорение вот это, но тоже очень аккуратно, потому что машинка может совсем стать неуправляемой и поехать не в ту сторону. Блин. Вот как тут, например. Так, давай. Да нет же. Выруливай. Так. Угу. Я примерно так же стану. Хорошо, что хотя бы маму мы не можем уже повредить. Там уже нечего повреждать. Все, мы выехали из хиральной сети. И мы сейчас в плюс-минус одиноких условиях, да? Воу-воу-воу-воу! О, как меня все напряглось-то! Нормально же все было, чё вы? Ох ты ж, ежики. Чё началось-то? Ребенок плачет. Еще бы. Давай, Лу. Кому нравится кататься? Ну-ка, мы сейчас полностью восстановим. Ага, восстановили. Ух. Машина аж исчезла. Ну ладно. Хартмен, блин. Доставил проблем. С доставкой проблем. Ну-ка. Сильно повредилась, кстати. 55 килограмм. Всего лишь. Сейчас такое повреждение. А, 13% всего лишь. Не сочтите за неуважение. Конечно, это было awesome. Ну-ка. На, вот эта вот маленькая жопка, это был Хартмен. Хорошо. Грелка.
Прям в комнату? Подожди, я хочу посмотреть, что такое грелка. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Так, устройство, закрепленное на плече или бедре, автоматически согревающее владельца при попадании в снег. Ношение грелок уменьшает расход выносливости в условиях снега, повышает эффективность восстановления чего-то там. Восстановление выносливости при питье из фляги. Кроме того, грелки позволяют отдыхать на снегу без риска замерзнуть. Встроенные в них батареи увеличивают общую емкость аккумулятора Сэма. Каждая дополнительная грелка усиливает эффект, но уменьшает количество грузов, которые Сэм может носить, да? Окей, будем знать. Пока что... У него тут черепа. И какие-то камни. Нормально. Это тварь? Тут специально еще такой похоронный марш играет. Hardman. Administering shock. Stand clear. Отойди. Хартмен. Эпизод 8. Уже 8. Да. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real.
And they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hартмен. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget,
I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. У нас есть 3 минуты, чтобы осмотреть место. Перемещаться мы не можем, да? Тварь глазами художника. Руда ордовистского периода и смоляного пояса. Это туда, куда мы отправимся, да? Хиральный кристалл. Сразу после выхода смерти. Явление твари глазами художника. Ага. Твари глазами художника, да. Криптобиоты, обнаруженные сразу же после выхода смерти. Старинный проигрыватель. Хочется побольше всего рассмотреть. Семейный портрет из прошлого. Хранитель жизни. Хиральные часы. Останки мамы. Вариант 1, и там был вариант 2, да? Что тут у него еще можно рассмотреть? Это его, интересно? А, это дочка. Дочь Хартмена. Неизвестная руда из кратера на месте выплеска. Неизвестная руда, кстати. Американские здания. Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window.
All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. Да хватит его обнимать, да что ты? As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hартмен. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prep-your-own station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search,
this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. И нам наконец снова дали управление в руки. Кодзима такой Кодзима, что 38 минут серии были практически заполнены кат-сценой. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Так, кому сначала геологу, да? A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth.
It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. А вот это, кстати, интересно. То, что они давят на то, что якобы до этого выход смерти также был. Жалко, у нас не осталось автомобиля, знаете ли. Так, а тут моего ничего не осталось еще. Как мне их забрать? И куда мне идти? Так, ну ладно, давайте посмотрим, что он. Геолог, и он, скорее всего, будет с той стороны, да? Sam, so Hартмен told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Так, я бы, наверное, даже надел бы на себя какой-нибудь этот... У нас же есть узел. Я же его не потерял. Вот, вездеходный. Немножко упростит наше шествие. Опять начинается... С другой стороны, здесь достаточно далеко сеть простирается, и мне кажется, можно как-то построить неплохую такую... Так, а что это тут? Особые блюда? Нет, спасибо. Я не голоден. Построить неплохую сеть рогаток, которая будет отвечать всем заданным параметрам. Я даже не знаю, если куда-нибудь повыше туда забраться, она достанет или нет. Вот сейчас она просто вне зоны досягаемости, да? Надо куда-то повыше.
Если вот какой-нибудь на эту скалу. И далеко, да? Значит, надо будет все-таки делать небольшого посредника где-нибудь здесь. Даже не здесь, да, далеко все равно. Да, все-таки на этой скале. Давай еще пару метров. Ну что ты? Оп. Сюда. Или может быть как-нибудь сюда. Ну понятно, что вот до того... Нафиг мне то место. Мне бы нижнюю подцепить как-нибудь. Понятно, что он сейчас цеплялся не на то и не видел его. Оно мне, собственно, и не надо. Наверное. Это потом. Как-нибудь будем колхозить. — 153 метра. Надо по возможности как можно дальше ее расставлять. 180. Я думаю, что мы можем, если вот залезем на эту гору, можем быть на ней даже поставим. Оп. Сэм. Что началось-то? Нет. Держись. Сколько там метров? 210? — 219, 220, да, вот сюда давай. Что это за звуки? Лавина. Ничего себе. Все, я вышел за зону, да, получается? Ух ты ж. Блин, пипец, конечно. Геологи, блин, любят забираться куда повыше. Может тут какую-нибудь лестницу ставить? Я даже не знаю, будет ли она так вертикально стоять. Да я выдвигаюсь, Сэм. Мы тут с тобой двигаемся, что... Блин, как стрёмно-то.
Давай. Гору преодолеть. Отдохни. Так, у нас, по-моему, должен быть ремонтный спрей. Или нет? Так, давай достанешь лестницу. Так, она до верха не достает. Что делать? Она разберется обратно в лестницу? Нет, она разберется полностью, да? Воу-воу-воу, Сэм, тормози. Спокойно. Все под контролем. Главное сейчас не удариться и не потерять весь груз. Так, лестница. У нас осталась еще одна лестница. В смысле разрушенная? Где у них там дом-то находится? Подожди, так, я не понимаю, насколько здесь высоко. Ну, достаточно. Куда идти-то, блин? Спускаться теперь? Я что-то совсем не понимаю географию. Что-то тут очень... Ах, твою ж мать. Не только Лу будет орать, тут и я буду орать. Господи, мужики, вы, блин, забрались, конечно. Сколько процентов дамага нанес грузу? Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I really appreciate you doing this, you know. Ну вы сначала откройте, посмотрите, в каком там состоянии, а потом уже благодарите. 27%. Ну, в среднем 27, да? Ну, значит, нормально. Вполне себе.
Давай, подключайся. Do the honors? Так, эти подключены. Якорный крюк уровень 2, наконец-то. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralium readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access Прошу прощения. for further information. Ну-ка. Не скажут, чем он особенный. Ну ладно. Мы вроде читали об этом. Так, общее хранилище. У тебя есть что-нибудь? Только грузы. Ну ладно. Так, а от тебя мы получаем, получаем. Пейзажи берега. Так, а следующего мы берем задание от этого, да? Что-то я ступил, надо было, наверное, сразу брать 2 заказа. Так, в принципе, если мы здесь поставим, то на вершине скалы что-нибудь да произойдет, мне кажется. Давайте сейчас быстренько поднимемся на скалу.
Так, а скала у нас вообще... А, ну вот здесь, да, она будет. Пока что все выглядит достаточно логичное расположение тросов. Надо просто поднимать с ними уровень диалога и увеличивать уровень хиральной сети, пропускные способности. В снегах тут, конечно, блин, находиться, конечно. Не, вообще очень интересная тема по поводу того, что каждое какое-либо вымирание сопровождается выходом смерти. И что это не люди вызвали, как изначально там игра пыталась нам сказать, что проводились какие-то эксперименты, да, результатами которых стал выход смерти. Это нифига не так. Это нифига не так, потому что еще при динозаврах также был прецедент выхода смерти. Осторожно, Сэм. 330 метров, блин, я даже не знаю, сможем мы куда-то найти эти 30 метров. Еще десятка. Уже препятствие, да? Давай еще метр. Оп. Было идеально. Вот. А это не тот, который мы ставили там, нет? Это, по-моему, повыше, чем лаборатория Хартмена. Ну, давай пробуем. Да, это мы ставили. По-моему, это идеальный транспорт. Теперь. Давай сейчас быстренько достанем тебе материалы. Повысим с тобой уровень доверия. И посмотрим, что будет дальше. Интересно, Хартмен нам какие будет плюшки давать. Ну, 3 звезды сейчас я полностью-то получу. Отлично. Ха, голограмма тварь. Угу. Маска лёда на электрический синий. Рюкзак. Так, а у тебя тут что? У тебя тут тоже материалов не так, чтоб много. Ну-ка, у тебя нет обычных заказов?
Робототехник. Геолог. Угу. Ну ладно, давайте тогда на этом завершим сегодняшнюю серию. А уже в следующей будем доставлять следующие грузы, подключать следующие узлы. А пока что с вами был Дмитрий, канал All Vision News. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы знаете, что делать. А пока что всем до скорых встреч и всем пока-пока.